Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события на пороге марта. Давайте узнаем, каковы события с первых недель месяца. 3 главных события. Энергетика марта призывает нас быть милосердней к самим себе, позволить себе право ошибаться, мои дорогие, и идти дальше. Проживать эмоции более спокойно и осознанно, чтобы в дальнейшем сделать правильный выбор или выбрать удобные, более приемлемые пути дороги. И энергии марта могут напоминать нам в течение марта эмоциональные качели, которые в первые пару дней месяца могут воодушевить, но последующие подталкивать действовать импульсивно. Такая волнообразность наших эмоций может сохраняться в течение около 2-3 недель. Ситуация относительно выравнивается к дню весеннего равноденствия 20-21 марта. И с 25 марта начинается коридор затмений с лунного затмения в весах. Этот баланс пробудет ориентировочно до 8 апреля, дата новолуния и солнечного затмения в знаке Овен. Последующий месяц, если забегать немножко вперед, апрель, с учетом коридора затмений в знаках лунных узлов. Мы знаем, что у нас сейчас ось, Овен, весы. Может означать какие-то метаморфозы или неожиданности. Вполне вероятно, что в апреле нам либо придется сделать какой-то выбор, или с чем-то окончательно определиться. Но мы пока в разрезе марта смотрим, как видят карты для вашего знака зодиака. И давайте мы узнаем, какие же события марта вас ожидают. Первые карты. Что придет, что уйдет. Давайте узнаем. Итак. Для вас, мои дорогие скорпионы, что придет, а что уйдет, или, может быть, вы сами от чего-то откажетесь, или какая-то затянувшаяся ситуация будет прояснена окончательно. И 3 карты, как 3 события, главных события. Чем придется заниматься или какой сфере жизни уделять больше внимания, что для вас. А тут уже какие-то новые возможности, новые начинания, у кого-то обучение с новым вдохновением и какой-то конкретикой. Все-таки пентакли, новый способ заработка или какой-то вопрос вы, может быть, за предыдущий период либо закрыли, либо вы в нем определились. И тоже вы уже теперь как ноу-хау знаете, как действовать. У кого-то из вас может быть, вопросы, связанные с вашими детьми, и вам придется их решать. Либо у кого-то это может совпасть, как смена графика на работе, буквально, смена руководства. Есть элемент обновления, когда придется что-то сделать не так, как прежде, а с учетом новых реалий или как-то по-новому. А для кого-то из вас это может быть банально. Решил учить языки, но вот здесь все равно мы идем вперед. И какое-то обновление для вас, мои дорогие скорпионы, приходит с первыми числами марта. Давайте узнаем, что же уйдет. По этой карте может быть человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли, Телец, Дева, Козерог. Может, это как партнер по бизнесу или было взаимодействие с этим человеком. Может быть, у вас были общие вопросы, которым вы уделяли достаточно времени, и конкретно данный какой-то, если это актуально для вас, вопрос будет завершаться, в чем-то вы будете ставить точку. И правда, пентаклевые карты, как будто одно заканчивается, другое начинается. Нет вообще турбулентности, по крайней мере, по этим 2 картам. Может быть, и есть какие-то события, которые будут касаться вашего творчества или ваших дальнейших планов. Вы можете тоже где-то здесь пересматривать. Я не могу сказать, что здесь что-то уходит глобальное. Я бы сказала, тут наоборот что-либо приходит, но с новым видением, с новыми возможностями. Это ведь, если мы говорим, королева Пентаклей, которая сделала себя сама. И это та, которая умеет из хаоса создать порядок, значит упорядочить свою жизнь с учетом открывшихся возможностей или ваших дальнейших планов. Может быть, и придется от чего-то отказаться, но вас, скорее всего, это порадует. Вам это больше придаст уверенности, сделает вашу жизнь более стабильнее, надежнее. Но, может быть, и есть такие персоны в вашей жизни,
от которых, точнее, вы либо откажетесь, либо сама судьба как будто разводит нас в разные стороны. Такое тоже может быть. Давайте мы откроем картой 3 главных события, как видят карты. Март месяц. Правда, тут если что-то происходит, или если словно прошлое от нас отталкивается, значит, отпускай. Ну, на что-то ты не сможешь повлиять. Вы отстраиваете новое качество жизни. Все 3 карты как раз об этом говорят. И если мы даже про королеву Пентаклей, вы, знаете, словно подводите итог, как я уже сказала, и с учетом пажа Пентаклей смотрите с большим оптимизмом на свое будущее или на возможности приложенных или приложения собственных усилий, своего бизнеса или построения карьеры. Но нам выпадает карта десятка кубков, хоть и это в целом вопросы благополучия, да, события, вы можете тут все что угодно решать, любые вопросы, даже по дому, по семье, но все же какие-то разочарования вас окончательно или сомнения покидают. Вообще нас приглашают больше радоваться или получить заслуженный итог. Десятка кубков – это самая большая по значению карта и из тех, которые идут младшие арканы, нумерология. Давайте мы немножко раскроем, зададим вопросы, чем дело кончится. Но начало такое позитивное, будем говорить. Быть реалистом, наверное, мои дорогие скорпионы. Вы как раз и есть реалисты. Но все 3 карты говорят, что если не безмятежный март, ну какой-то прогнозируемый, по крайней мере, для вас он должен быть. Чем дело кончится? Может быть, и есть какое-то ожидание, или есть вопросы, которые, ну, не все на 100% вы решите. По 7 Пентаклей я называю это карта перезагрузки. Может быть, нужно оглянуться, осмотреться, как будто в данной обстановке, или с учетом того, что что-то изменилось вокруг вас, или на работе, или ваша личная жизнь. И далее уже наметить себе какой-то план действий. Вот какой-то неспешностью дело заканчивается, но оно не заканчивается. По 7 как раз у нас идет продолжение в каком-то неспешном ритме. Давайте мы тогда зададим, а чем сердце успокоится. Как будто выбор. Или вы можете применять, мои дорогие скорпионы, новые правила игры. Я принимаю то, что мне придется словно сидеть на 2 стульях, и вашим, и нашим. Или вы стоите словно на перепутье, и надо делать выбор. Но, может быть, пока обстоятельства вам не дают это сделать. Буквально какие-то документы не готовы. Деньги, может быть, ну, тоже могут задерживаться. Но в целом у вас очень прочная позиция. И здесь будет очень продуктивное время в марте месяце как раз какие-то финансовые вопросы решить, согласовать, закрыть. И даже если есть какая-то двойственность, значит, со всеми вы сумеете договориться. Давайте мы карту совет возьмем. Какой-то ваш прежний разочаровывающий опыт, он вас словно оставляет. По 3 мечей это израненное сердце, но оно было изранено не в марте, не теперь. Это уже в виде опыта к нам приходит. Уже все отгорело, отболело, все, что могло. И эмоции нас оставляют. А какая-то конкретика, как в виде пережитого опыта или ситуаций, остается для правильных принятий решений в последующие дни, месяцы, годы. И карта говорит, не нужно как будто обновить какую-то ошибку или совершить что-то подобное, на чем вы могли споткнуться прежде. Может быть, прояснить какую-то обстановку даже в вашей личной жизни вам определенно нужно, чтобы потом не было разочарований. Я бы сказала, возвращаясь к первым 2 картам, может быть, не инициировать или не думать, что, может быть, где-то и не доверять на 100% человеку какому-то конкретному, если он в вашу жизнь вошел недавно. И, может быть, очень хочется что-то построить, но сказать, что вы должны просчитаться с учетом этой карты в совет, все-таки я так не могу быть реалистом. И, ну, видимо, если мы говорим про
новые отношения, чем сердце успокоится. Тут же вот как будто надо, чтобы сердце успокоилось. А двойка – это всегда дуальность, как будто и вашим, и нашим. И может быть, есть ли правда ваше новое знакомство? И человек не свободен. У кого-то напрямую карты говорят об этом. Подумай перед тем, как строить дальнейшие планы на развитие ваших отношений, чтобы ты не повторил какую-то ошибку заново или не повторила, как знать. Одним словом, прежний сложный опыт, разочаровывающий, вам помогает. Давайте мы посмотрим второе событие. У вас очень сильная позиция. И вы, мои дорогие скорпионы, можете быть привлекательны. Вы вообще люди самодостаточные. И может быть вот эта ваша сила, она ощущается как и вашим социумом, так и вашим партнером по личной жизни, вашими знакомыми. С учетом вот этой карты, правда, в вас могут быть заинтересованы, а настоящие искренние отношения, они как раз на открытости, на доверии строятся. Потому что интерес сегодня есть, а завтра он раз и растворился. Но вместе с тем мы говорим укрепление ваших позиций, если мы рассматриваем второе событие. И в целом, ведь эта карта по своей энергетике как карта мага. И маг – это ваша карта. Поэтому больше, ну, не побоюсь сказать, взаимодействие с людьми в позиции серого кардинала, в позиции договориться, быть дипломатом, но не проявлять свои эмоции. У нас лев, как будто дева прекрасная, этого льва держит на короткой цепочке. Так и нам рекомендуют эмоции содержать на коротком поводке, потому что вы прочувствуете, это правда, все как-то стабильно. По крайней мере, я допускаю, что есть какие-то нюансы, шероховатости, что-то, может, и не устраивает, или напоминает о прежней ситуации, но в целом-то ведь позиция у вас прочная. И значит, когда мы в себе уверены, иногда эти эмоции нам еще сложнее сдержать. Когда у нас идет что-то криво, но мы где-то можем себя притормозить. А здесь полная уверенность в себе. Поэтому, чтобы эмоции вам не помешали. Давайте мы спросим, чем дело кончится. Сложно сказать, в какой это сфере проиграется. Но давайте в целом рассмотрим. Еще один старший аркан. Дело не заканчивается, тут все только начинается. Самое интересное – хаос перед началом творения или карта шута. И у нас здесь шут жонглирует всем зодиаком. Правда, взаимодействовать придется как будто по-новому с людьми. Чего бы ни касался вопрос – работы, бизнеса, вашего творчества, личной жизни. Тут мы, с одной стороны, с вдохновением приступаем к чему-то, но и оплошать-то тоже не должны, потому что мы еще не можем предвидеть, как пойдут развиваться события или какие обстоятельства придут к нам на порог. Будьте, знаете, магом-волшебником от начала до конца. Оставляйте себе пространство для маневра, чтобы отступить, оценить обстановку и в последующем принять правильное решение. Чем сердце успокоится? Ну, это ваша карта, и не важно, что меня смотрят девушки по королю кубков. Это когда вы именно чем сердце успокаивается. У вас что-то происходит так, как вы хотите. И вообще, надо сказать, король кубков как раз умеет соединить эмоции или правильное приложение эмоций и какой-то конкретики, материализма. Там, где вопросы рационально надо решать, он туда чувств не будет добавлять. И наоборот, там, где требуются эмоции приятные и проявить эти чувства, он не будет из себя изображать неприступную скалу. Вот где-то переключение между этими энергиями, этим успокаивается сердце. У вас на пороге исполнение ваших желаний, но здесь все как с чистого листа, но в то же время и у вас сильная позиция. Самое время для себя поставить какие-то задачи и начать воплощать свою мечту в жизнь. Правда, это не просто громкая фраза, а вот то, может быть, намерение и цель, оно вполне осуществимо. Осталось только продумать тезис, план наметить. Давайте карту совет мы с вами достанем. Вот то, что не жизнеспособно, вот очень символично, нулевой аркан и 13-й аркан. То, что не может быть продолжено. Вот просто сказать прощай этому. Может быть, это и будет связано с людьми. У кого-то как перезагрузка на работе, в вашей деятельности, в вашем бизнесе.
У вас, посмотрите, 3 старших аркана, которые касаются именно вашей силы, вашей ресурсности. По сути, ресурсность, будь то материальные средства, будь то ваше время, будь то ваша энергия, мои дорогие скорпионы. Ну, не должно это, вы знаете, как в воздух уйти в никуда. Вы должны из этого словно из хаоса отстроить порядок. И продумайте, как может это проиграться в вашей жизни. Сломать какой-то шаблон. Делать или поступать так, как от вас не ждут люди. Наверное, быть великим манипулятором, магом, волшебником. Третье событие. Праздник, мои дорогие, приятные эмоции. Пусти или впусти, скорее так будет правильно сказать, в свою жизнь. Праздник вас приглашает карта. Есть повод для радости. Посмотрите, все карты вам об этом и говорят. И если, значит, что-то заканчивается, вы вздохнете свободно. Что-то не будет тяготить и цеплять, может быть, эмоционально. Вы уже приходите или пришли, может быть, к какому-то итогу, когда сделать выбор будет легко, не тяжело, потому что, опять же, отгорело, отболело, уже не дергает, не цепляет, не вдохновляет. Вот что-то есть такое с приставкой или значением «не», то, что уже не, на самом деле не продолжишь, как будто нет желания, даже в ту сторону смотреть не хочется, у кого-то так. Тут все с нуля. Давайте, чем дело кончится по этому празднику, тройка кубков. Знаете, отчасти, чтобы и не замечтаться, рыцарь мечей – это карта. Есть такое у нее значение «бунтарь без причины». Вы, мои дорогие скорпионы, можете столкнуться с людьми, которые имеют дурной характер, или с ними сложно договориться. Может быть, это для кого-то из вас те проверки или вот ваши какие-либо согласования, или если вы занимаете пост, это могли быть вот в плане проверок даже, да, как какие-то вышестоящие инстанции или какие-то визитеры, вашу организацию или ваш бизнес, когда они нам сваливаются на голову буквально. И тут будет все зависеть от хладнокровия. Когда мы не включимся на какую-то провокацию, кстати, или не поддадимся эмоциям что-то доказывать, а возьмем как раз нейтралитет, отступим полшага назад и будем наблюдать. Потому что могут еще и с другой стороны, не только бунтарь без причины, по этой карте проходят и те люди, которые нам могут выдавать желаемое за действительное. Когда предположим, какой-то проект предоставить нашему взору как какое-то перспективное действие, от чего невозможно отказаться. Но если мы начнем искать правду, мы увидим истину где-то рядом, но совсем не в той стороне, как нам это пытаются доказать. Поэтому и не включаться в какие-то вопросы, а вот, кстати, найти недостающую информацию, поработать как будто, да, или узнать, как в отношении меня работает закон. Может быть и так. Не себя где-то подстраховать, не подвергнуть риску, чем дело кончится. Здесь вы можете новую стратегию такую разработать, что я должен перепроверить или должна свои документы. Я не хочу себе какую-то допустить оплошность, чтобы потом разгребать какие-то новости, которые будут сопряжены с тем, что мне как будто придется за что-то отвечать. Вот иногда такое тоже может быть. И несмотря на праздник, быть реалистами, по сути, должны себя даже подстраховать с позиции закона. Может быть, это связано с документами какими-то. Это как тот праздник, который приходит как послевкусие благодаря приложенным прежде усилиям. Вот здесь такое тоже может проиграться. Давайте, чем сердце успокоится. Вы знаете, вот с учетом этих двух карт, правда, тут бы и не загулять как бы. Сильная позиция, будет хотеться и вдохновение, вроде новых возможностей. И сейчас-то вы все контролируете, все хорошо. Может быть, вот этот период, когда лунное затмение, и тогда мы что-то можем прошляпить. Или на что-то согласиться, как я вот уже объясняла. Или будет какой-то финансовый как будто недостаток. Недостаток во взаимопонимании. С чем-то нельзя как будто пустить на самотек. Или решение каких-то вопросов. Вот, может быть, об этом нам говорят карты. Праздник приглашают, но при этом оставаться, ну, где-то иррациональным, чтобы суметь просчитать себя, не вогнать в какой-то минус и не согласиться на что-то.
И также и по законам-то как будто у нас тоже, у вас, мои дорогие скорпионы, должен быть порядок. И вот тогда этот праздник всеобъемлющий. Для кого-то из вас это как раз и будет означать праздник после решения сложных вопросов. Вопросах, связанных с инстанциями. И когда вы пытались как-то коренным образом переломить финансовую ситуацию или, иначе говоря, финансовую брешь, закрыть эти вопросы финансовые. И тогда радость к вам приходит, это точно. Тогда это вас воодушевит. Давайте мы достанем карту «Совет». Тут, правда, уже с новым каким-то вдохновением, с новыми возможностями. Вы словно закрываете какую-то историю, или это банковская история, кто знает, или вопросы финансов, или с чем-то разбираетесь, может быть, документально, какие-то составляете бумаги. И, видимо, если прошлое от начала до конца, как само по себе от вас пытается оттолкнуться, так и вы выходите навстречу своей судьбе, закрывая какие-то прежние гештальты, то новые возможности, они практически у вас уже и на пороге. Все же карта Пажа жезлов нас приглашает вдохновиться новым проектом или допустить, что да, в жизни альтернативные варианты развития событий бывают, но ими надо воспользоваться в той номинации, точнее, в которой они у нас имеются. Не отказываться от какого-то праздника, даже если, у нас настроение так себе. Или какая-то прежняя личная история. Может быть, у вас тут как новое знакомство или недавнее знакомство, мои дорогие. А если мы будем оглядываться назад, потому что у нас не случилось, не получилось, тогда мы тоже можем застрять в этом самом прошлом или себя лишить радости жизни. Такого тоже не должно быть. Замыкаться от мира как будто тоже не стоит. Давайте, интересно, вот общий совет по третьему событию, потому что достаточно мелкие карты. А вы на выборе будете. Вот правда. То ли продолжать, то ли заканчивать. Но я бы сказала, праздник должен состояться. И из этих двух мечей словно должен быть найден выход из лабиринта. Какое-то однозначное решение вам все-таки придется принимать. Может быть, даже не в марте. Может быть, заходя на апрель месяц, прояснятся какие-то события, придут дополнительные документы, смотря чего касается вопрос. И вот какой вы выбор сделаете, будет зависеть ваше дальнейшее качество жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.